Львы вытащили жеребенка прямо из зебры. А дальше произошло нечто ужасное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Странное и в то же время поразительное явление однажды заметил рейнджер Майкл. Его работа заключалась в том, чтобы следить за порядком в саванне, наблюдать за животными, охранять их от браконьеров и вести учет популяций. В тот день он поднялся на высокую наблюдательную вышку, чтобы подсчитать антилоп гну и выяснить, сколько в этом сезоне появилось молодняка. Гну были особенно уязвимы. Самцы устраивали ожесточенные бои, беременные самки прятались в высокой траве, и потому важно было определить, насколько популяция устойчива и какие квоты можно назначать на отстрел. Антилопы, как и большинство животных саванны, чрезвычайно пугливы. Приблизиться к ним человеку почти невозможно. Они мгновенно улавливают запах или звук шагов и тут же бросаются в рассыпную. Вышка же позволяла наблюдать за ними издалека, не тревожа стадо. Майкл устроился в тени навеса, приготовился к долгому ожиданию и прислушался. Через какое-то время послышался топот копыт. Он сразу насторожился. Но ритм звуков был не тот, что у антилоп. Этот топот был резким, прерывистым, и в нем слышалась угроза. Майкл прекрасно знал звуки саванны. За годы службы он научился отличать по шагам, кто именно проходит мимо — жираф, буйвол, антилопа или хищник. Он замер, а затем, поддавшись любопытству, приподнялся во весь рост. И то, что он увидел, поразило его до глубины души. По открытому пространству мчался прайд львов. Их мускулистые тела ритмично работали, хвосты мелькали из стороны в сторону. Но самым странным было то, что среди львов бежала зебра. Полосатая, быстрая, словно часть этой семьи. Зебра в стае львов? Казалось, сама природа сошла с ума. Удивление Майкла было настолько велико, что он забыл об осторожности и чуть не вскрикнул. Он слышал раньше странные рассказы местных жителей. Говорили, что несколько лет назад в соседнем поселении пропала зебра. Ее владелец нашел животное спустя время в саванне, но увидел удивительное. Зебра лежала на земле и прижимала к себе маленьких львят. Их было 5 или 6, хозяин не стал пересчитывать. Львица-мать погибла, и детеныши остались одни. Зебра же, ведомая непонятным инстинктом, взяла их под свою защиту. Тогда пастух попытался вернуть беглянку домой. Он накинул на нее аркан, львята побежали следом, жалобно пища. Чтобы оторваться, мужчина вскочил на спину зебры и погнал ее галопом. Львята остались позади. Но зебра не смирилась с неволей. Каждый раз она сбегала обратно в саванну, и в конце концов хозяин махнул рукой. «Пусть будет так. Вернется — хорошо, нет, так эти львята ее и сожрут». Вернуться она не захотела. И львы ее не убили. Она стала частью их стаи. Более того, похоже, именно вокруг нее и сформировалась новая львиная семья. До этой минуты Майкл считал все эти истории деревенскими байками. Но теперь он видел собственными глазами. Львы и зебра бежали вместе, как единое целое. Он лишь жалел, что не взял камеру, никто бы не поверил его словам. С той поры он не мог выкинуть из головы эту картину. Он часами сидел на вышках, карабкался на деревья, высматривал в бинокль полосатую спутницу львов. Но целый год ему не удавалось снова их встретить. Он даже начал сомневаться, не было ли это видением от усталости и жары. Однажды, ранней весной, когда сезон дождей только завершился и земля еще хранила следы влаги, Майкл заметил на песке свежие отпечатки. Широкие львиные лапы вперемешку с копытами зебры. Его сердце забилось чаще. Он пошел по следу и вскоре увидел то, что искал.
У ручья, где между камней еще блестели лужицы, стояла зебра и мирно щипала траву. Чуть поодаль, в тени акаций, отдыхали львы. Майкл задержал дыхание. Неопытный человек мог бы решить, что хищники затаились перед прыжком. Но нет. Их позы были расслабленными. Кто-то катался на спине в пыли, кто-то лениво чесал лапой за ухом. Вдруг один молодой лев вскочил и подбежал к зебре. Он потерся мордой о ее шею, как котенок, и та фыркнула, слегка качнув головой. Это была радость встречи, ласка, дружба. В этот момент Майкл сделал десятки снимков. Дома, рассматривая их, он заметил странность. Живот зебры был раздут. Она ждала жеребенка. Эта новость потрясла его еще больше. Значит, зебра не просто жила с львами, она готовилась стать матерью. Но как поведут себя хищники рядом с беззащитным детенышем? Майкл тревожился и почти не сводил глаз с этой необычной семьи. И настал день, когда он услышал тяжелое ржание и стоны. Зебра рожала. Он поднялся на высокое дерево, чтобы видеть все сверху, не рискуя приблизиться. Картина была драматичной. Уже постаревшая зебра мучилась, жеребенок никак не появлялся. И тут львы неожиданно пришли ей на помощь. Они тянули малыша наружу, упирались лапами, словно понимали, что происходит. Наконец, жеребенок появился на свет. Но силы матери были на исходе. Зебра тяжело вздохнула и замерла. Майкл затаил дыхание. Он боялся, что львы съедят новорожденного. Но они облизали его, согрели своим дыханием, прижимались к нему боками. Жеребенок дрожал, но был жив. Вечером у жилища рейнджера раздался шум. За оградой стояли львы, а из-за угла выглядывал жеребенок, полосатый, похожий на мать, только мальчик. Малыш шагнул к Майклу, прижался к нему боком, доверчиво вытянув шею. Стало ясно. Мать погибла, львы не могли выкормить детеныша и потому доверили его человеку. Майкл взял его под опеку. Наутро он пошел туда, где проходили роды, и нашел тело зебры. Он похоронил ее под акацией, где она так любила пастись. Жеребенок рос быстро и вскоре превратился в крепкого молодого самца. Но львов с тех пор Майкл не видел. Слухи о браконьерах подтвердились. Похоже, весь прайд погиб. Однажды, объезжая саванну на своей зебре, Майкл почувствовал, что животное упрямо тянет его в сторону. Он доверился. Зебра подошла к густым кустам, сунула туда морду, и изнутри донеслось тихое поскуливание. Внутри лежали осиротевшие львята. Их мать, вероятно, была убита. Зебра приняла их как своих. Майкл осторожно взял малышей на руки, и вместе они отправились домой. Так круг замкнулся. Когда-то одна зебра спасла львят, те помогли ей привести на свет жеребенка, а ее сын теперь сам спас львят. Майкл понял, перед ним история, в которой природа показала, что забота и дружба сильнее инстинктов. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.